Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Хочу с вами сегодня поделиться рецептом банально простого печенья, но очень вкусное, с хрустящей корочкой сверху, рассыпчатой и нежной внутри. Идеально подойдет для любого вида выпечки и также подойдет к чаепитию. Готовится очень легко и просто. Сохраняйте обязательно рецепт и давайте начнем приготовление. Для приготовления нам понадобится 180 граммов сливочного масла комнатной температуры. Отправляем в глубокую миску и взбиваем миксером буквально 5-10 минут до пышной светлой массы. Затем добавляем щепотку соли для баланса вкуса, 4 столовые ложки домашнего майонеза или 145 граммов, экстракт ванили 1 чайную ложку или ванилин пакетик. И также добавляем 150 граммов сахарной пудры. Сперва все хорошо смешиваем и затем взбиваем миксером до однородности. Также добавляем по одному яйцу, всего нам понадобится 2 яйца. Вбиваем каждое яйцо до однородности и затем добавляем последующее. Массу я взбиваю примерно 15 минут, она должна получиться очень воздушная и нежная. Вы только послушайте, как она шумит. И затем добавляем сухие ингредиенты. Нам понадобится примерно 500 граммов пшеничной муки у меня высшего сорта. И добавляем 1 пакетик разрыхлителя, примерно 12 грамм. Все просеиваем в миску, смешиваем миксером до однородности, буквально пару секунд. Долго смешивать его не обязательно. Также собираем массу теста со стеночек миски с помощью силиконизированной лопатки и уже можно будет выкладывать в корнетик. Масса должна получиться очень нежная и воздушная, без комочков. По текстуре напоминает густую сметану, либо густую пасту ореховую. И также я подготовила насадку, у меня закрытая звезда. Выкладываем небольшую часть теста в корнетик. Тесто получится немножко туговатым, когда вы будете в процессе отсаживания на пергамент, но тем не менее оно будет очень хорошо держать форму. Главное его разгладить хорошо с помощью лопатки, выпустить лишний воздух, чтобы у вас не прерывалось, когда вы будете отсаживать печенье. Также подготовила противень, выстилаем пергаментной бумагой и отсаживаем печенье на расстоянии друг от друга, так как в момент выпекания печенье еще немножко увеличится. Такое печенье, оно идеально подойдет для любого вида выпечки. Например, если вы хотите приготовить торт без выпечки, либо чизкейк, где вам требуется основа именно из печенья, то поверьте, это один из лучших вариантов. Я вам советую его приготовить. Можете готовить такое печенье абсолютно разные формы, какой больше нравится вам. Отсаживаем на расстоянии. В данном видео я готовлю двойную порцию, но я вам дам порцию только на одну порцию печенья. У вас примерно выйдет 18-20 печенюшек, у меня вышло около 40. Так как я этим рецептом пользуюсь очень часто и готовлю его и использую его во многие другие рецепты, поэтому рекомендую вам обязательно им воспользоваться. Разогревается у меня уже на этом этапе духовка при 180 градусов. Отправляем ее выпекаться при 180 градусов примерно 5 минут, затем убавляем до 175 градусов и выпекаем до готовности. Спустя время печенье у меня уже готово. Посмотрите, какое оно красивое получилось. Осталось ее посыпать только сахарной пудрой и можно подавать на стол. Получается невероятно рассыпчатое печенье, очень нежное, с хрустящей и нежной корочкой сверху и очень нежное внутри. Безумно ароматное.
Всем вам рекомендую приготовить именно по этому рецепту. Уверена, что вам это печенье безумно понравится, и вы будете пользоваться этим рецептом очень часто. Итак, дорогие друзья, если вам понравился мой рецепт и видео, обязательно тяните пальчики вверх, оставляйте реакции в комментариях, пишите, что бы вы хотели со мной еще приготовить, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, делитесь со своими друзьями и близкими, а я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Лидия Sweets. Пока-пока, друзья!